Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня 15 мая 2025 год. Прежде всего, надо сказать, что рашисты фактически уже начали летнее наступление. Как они говорили, летняя наступательная кампания. Пока что у них ни хрена не получается. Единственное получается, это гасить свой собственный лишний состав. Наступление они пытаются вести в Донецкой области. Ну, если брать в общем и целом, то, конечно, безуспешно. И в Харьковской области, я имею в виду стык с Луганской областью, вот там они тоже пытаются, их там пошмыгивает, подергивает, но пока что безуспешно. Я же говорю, единственное, что у них получается, это гасить самих себя. Даже такой вот кадр, как Паша Губарев, если кто-то помните, да? Помните, так называемый народный, господи, прости, недогубернатор Донецкой области, помните, 13-й год, да, как это вся шобла бегала там по улицам и наводила свои порядки. Да, так вот он сейчас в фашистской армии, и что касается потерь, он сказал, что у них безвозвратных потерь 1 миллион, то есть имеется в виду 200-е и 300-е, те, которые, ну, совсем никуда. Вот так вот. Он говорит о 1 миллионе. То есть, в принципе, это похоже, причем он пытается это доказать каким-то образом, то есть говорит, что у него есть данные, что это все из открытых источников, понятно, что это правда. Но это похоже на то, в принципе, что говорят наши. Наши говорят, вот сейчас 970 тысяч, но англичане тоже говорят 1 миллион. И Губарев говорит 1 миллион. Значит, вот эта цифра из разных уст, она говорит о том, что таки 1 миллион, Путин успел погасить 1 миллион своих чмобиков. Ну, чмобики мы всех понимаем подряд, да. 1 миллион человек своих он погасил на этой войне, ну, толком ничего не добившись. Сейчас начинаются вот эти переговоры, точнее, они уже начались. Ничего особенного от них не жду. Все думают, будет ли перемирие. Даю 10% буквально на то, что будет перемирие. Нет, все равно какую-то вероятность можно дать, но нет. Я лично не верю ни в какое перемирие, то, что я вам могу сказать, потому что, как сказал правильно Зеленский, судя по бутафорскому составу делегации, а там какие-то шлеперы поехали, вообще не пойми кто, у которых нет никаких прав решать какие-то серьезные вопросы, исходя из бутафорского состава российской делегации, понятно, что это все несерьезно. Вот. Единственное, что серьезно, это их потери. Вот потери, да. Еще один очень интересный момент. Наши сейчас, рашисты об этом пишут, наши сейчас очень активно стали отрабатывать мосты, оставшиеся в Курской Народной Республике и в Белгородской Народной Республике. Вот в этих двух народных республиках сейчас просто активнейшим образом отрабатываются целые мосты, которые были целыми. У нас несколько есть видео к этому делу. Вот внизу в описании к данному ролику как раз есть ссылочки на это все. Там просто отрабатываются пачками эти мосты. Мне вот интересно, к чему. Это то ли к нашему наступлению, или это наши огораживают себя от возможности наступления с той стороны. Потому что наступать, не имея тылов, а когда у тебя нет мостов, у тебя, соответственно, нет тылов, тоже такое себе удовольствие. Так что вот интересен вот этот момент, да. Хотя они почему-то ждут нашего наступления, и как раз в Брянской Народной Республике. Вот интересно, кстати. То есть понятно, что ничего не понятно. Единственное, что понятно, что очень много потерь у рашистов, и тут все абсолютно сходятся в цифре 1 миллион. На вчерашний день было 1220 этих рашистов, которые отправлены курсом русского военного корабля послушать концерт Кобзона, при общем количестве 970 590. То есть, да, вот видятся цифры, они очень похожи. 8 танков за сутки, нормально, всего 10 812. И 13 бронемашин различных типов. Всего 22 514. Танки, бронемашины, вот это все дело они пытаются не использовать. Единственное, чего у них вдоволь, это лишнего состава, вот их не жалко, их там просто на велосипедах, на мопедах, на самокатах, на ослах, на коровах, на верблюдах, на чем угодно гонят в атаку в говорится, в один конец, в последний бой. Этих не жалко, танки пытаются беречь. 45 пушек и минометов за вчерашний день туда же в утильсырье, всего 27 872 штуки. Да, и 2 единицы РСЗО ракетных систем залпового огня при общем количестве 1384. Окей. Также одно средство ПВО. Вот это замечательно. Я вам
периодически рассказываю, о каком ПВО идет речь. Вот. Сейчас не могу сказать, но скажу одно, что это количество одна штука может быть и очень дорогими вещами, потому что старых советских систем ПВО у них не так много осталось, я имею в виду ОСА, Стрела. А вот эти, которые сейчас уже они используют, типа там Тор, Панцирь и так далее, это все, ну, скажем так, в самом легком варианте 20 миллионов долларов и выше. И самое главное, что там электроника, которую очень трудно сделать, достать и так далее. Дальше. У нас тут дают один вертолет, один уничтоженный российский вертолет. Всего 336 самолетов, 372. По вертолету я вам еще скажу, где, что и как. Пока вот так вот, да, один вертолет. Это хорошо. Да, и 140 беспилотников, которые были сбиты на территории Украины. Ну, мы к этому привыкли. Налеты каждый день. Всего 36 тысяч беспилотников сбито у Путина. Дальше, что еще интересно? 165 единиц автотехники. Ну, тут абсолютно очевидно. Уже я перевыставлял вот эти вот варианты, когда они ходят в атаку на «Жигулях», на «Буханках», на ЗИЛ-130, на этих, ГАЗ-66 и так далее. На чем угодно. То есть какие-то франкенштейновские варианты. То есть вообще непонятно. Значит, людей не жалко. Им людей не жалко абсолютно. Садят в какое-то фуфло, отправляют в последний путь. И 8 единиц спецтехники. Вот это, ребята, чудесно абсолютно. Всего 3892. Спецтехника, особенно если речь идет о рэбах каких-то. О, это отлично, это замечательно и великолепно. Кстати, наши там захватили, к слову, гуровцы захватили совсем недавно, то ли вчера, то ли позавчера. Захватили какой-то супер-пупер навороченный российский рэб, который не только там действует против наших дронов, но и координирует работу своих. То есть какая-то супер-пупер навороченная система, по-моему, Краб называется, которая только у них появилась в войсках, первая штука пришла, вот, начала работать довольно успешно для них, и тут наши пришли, ее цап-царап целенькой и забрали. Сейчас специалисты с ней разбираются, вот так вот, так что это замечательный, ребята, результат. Вот. И что можно сказать? Ну, в общем и целом, посмотрим, что там они-то за наступление приготовили. Все в том, понимаете, нового они ничего предложить не могут, потому что нового у них ничего нет. У них есть те же самые чмобики, те же самые танки, все то же самое, да, только меньше, чем у них было в прошлом году. Ну, пойдут они в наступление, ну, отхватят в очередной раз звездюлей, им не привыкать.